Здесь, в Санкт-Петербурге, русские инженеры и ученые начали изучение ракет. Организовали еще в начале XIX века производство ракет и проводили научные исследования в области реактивного движения. С 1925 по 1933 год здесь работала первая в России и в мире государственная научно-исследовательская организация газодинамической лаборатории. В Петропавловской крепости, на той части, где в 1932-1933 годах испытывались первые жидкостно-реактивные двигатели, 12 апреля 1973 года был открыт музей «Газодинамическая лаборатория». Экспозиция музея создана Государственным музеем истории Ленинграда совместно с Академией наук СССР, а также с помощью бывших сотрудников ГДЛ. Много экспонатов перенесены в дар музею космонавтами и ракетостроителями. Здесь посетители познакомятся с историей ракет. Это макеты советских ракет 30-х годов. Мы увидим подлинный спускаемый аппарат космического корабля «Союз-16». Это автограф члена экипажа этого удачного полета Рукавишникова, который он оставил во время одного из посещений музея. Здесь представлена интересная коллекция ракетных двигателей и космической техники. Среди экспонатов посетители убедятся, что победы золотого века советской космонавтики 60-х и 70-х были не случайностью или авантюрой, а имели более чем столетнюю предысторию и стали результатом работ русских военных инженеров. Это любопытно, как человек, заинтересовавшийся реактивным движением, изучая его и приспосабливая для собственных нужд, вдруг увидел в нем возможность полета в космос. Поэтому интересна личность каждого инженера и ученого, посвятившего этому свой талант и труд. Музей продолжает традицию популяризации научных знаний. Среди экспонатов первое издание основоположников этого движения, начавшегося у нас в стране в 20-х годах, Якова Перельмана, и Николая Рынина. Это чертежи ракет 1817 года русского военного инженера Александра Засядко, открывшего секрет английских ракет. Опытный образец цельнометаллической подводной лодки с ракетным вооружением проходил испытания здесь, в Петербурге, на реке Неве в 1835 году. Ее конструктор, генерал-адъютант русской армии Карл Шильдер, изобрел и использовал в боях новую тактику применения боевых ракет. Такая ракетная установка сделала запуск ракет более безопасным и удобным. Этот прибор, баллистический маятник, регистрировал параметры ракет. Научные исследования и усовершенствование ракет проводил в середине XIX века командир Петербургского ракетного заведения Константин Константинов. В начале XX века разрабатывает конструкции стабилизаторов для ракет ученый Петербургской артиллерийской академии Михаил Поморцев. Затем в 1915 году предлагает использовать в ракетах в качестве топлива шашки из бездымного пороха профессор Игорь Граве. С этого документа открывается новая страница в истории ракет России. В этом письме, поданном в советское правительство весной 1919 года, военный инженер Николай Тихомиров сообщает о своих исследованиях в области ракетного топлива и применения ракет и просит государственной поддержки. Вместе с Тихомировым работали инженеры Артемьев, Сериков, Филиппов и Кулагин. Они впервые в мире наладили промышленное производство бездымного пороха, этого ракетного топлива.
Такие реактивные снаряды использовались в воздушных боях на реке Халхингол против японских захватчиков в 1939 году. Истребители И-16 вооружались этими реактивными снарядами РС-82. Работы по созданию снарядов в основном выполнены коллективом газодинамической лаборатории. Так стала называться лаборатория Тихомирова, переехавшая в 1925 году из Москвы в Ленинград, где находился полигон для испытания вооружения. На этом фото самолет Р-5 с ракетным вооружением. Летчик-испытатель Сергей Мухин – сотрудник ГДЛ. Это он впервые в мире проводил стрельбу реактивными снарядами с самолета и впервые в мире взлетал с помощью ускорителей на биплане У-1. Более 100 взлетов сделал Мухин, используя ускорители ракеты. При этом значительно сокращалась длина разбега. Испытания прошли успешно, без единой аварии. Этим военным инженерам, сотрудникам ГДЛ, удалось овладеть секретом использования реактивного движения не только для полета снаряда, но и для взлета самолета с пилотом. Ускорители стали устанавливать на советских бомбардировщиках 30-х годов ТБ-1 и ТБ-3. Но самой известной разработкой сотрудников ГДЛ стал снаряд гвардейского реактивного миномета «Катюша», залпы которого причиняли большой урон гитлеровцам на Восточном фронте во время Второй мировой войны. «Катюша» была одним из секретных оружий русских. Этот жидкостный реактивный двигатель тоже разработан в ГДЛ. Он предназначался для крылатой ракеты, но это оружие конца 30-х годов нами не применялось в боях, как и жидкостный реактивный ускоритель на бомбардировщике П-2. Обо всем этом рассказывают экспонаты музея, макеты, фотографии, документы. Дух времени передает реконструкция кабинета конструкторов ГДЛ 30-х годов. Сейчас вы увидите макет высоковольтной установки для исследования электрических ракетных двигателей. В этом крошечном моторе величиной около 9 сантиметров под действием разрядов тока происходил взрыв металлических проводников. Образовавшиеся газы разогревались до весьма высоких температур, порядка миллионов градусов, и вытекали через сопла с огромной скоростью. Так, в 1933 году была создана действующая модель электрического реактивного двигателя. Этой работой руководил сотрудник ГДЛ Валентин Глушко. Вместе со своими соратниками им были заложены основы ракетного моторостроения. Уже в 1931 году им был создан и успешно испытан опытный реактивный мотор УРМ-1, первый советский жидкостный реактивный двигатель. Это фотографии огневых испытаний, которые проводились в стенах лаборатории здесь, в Петропавловской крепости, а рядом макет в натуральную величину этого мотора. Обходя экспозицию, мы можем проследить, как от одной модели до следующей совершенствовались характеристики двигателей, отрабатывались удачные инженерные решения. Здесь впервые в мире в таком масштабе велась научная работа по исследованию жидкостных реактивных двигателей. Разрабатывались измерительная аппаратура и система проведения испытаний. Один из лучших реактивных моторов своего времени, УРМ-52, созданный в ГДЛ в 1933 году, предназначался для ракеты РЛА-2 с вертикальным взлетом на высоту до 4 километров. Некоторые детали ракеты изготавливались соседями-ракетчиками в мастерских монетного двора Петропавловской крепости. Для обеспечения испытаний в лаборатории было организовано опытное производство окислителя, составной части ракетного топлива, очень ядовитого и агрессивного вещества. В музее демонстрируются примитивные инструменты и оборудование, на которых создавались первые ракетные моторы. Глядя на это, задумываюсь о том, что лишь спустя десятилетия технология производства догонит принципиально новые идеи ракетных двигателей.
Борис Петропавловский стал начальником ГДЛ после Тихомирова. На этой фотографии, рядом с Константином Циолковским, Иван Клейменов, он справа, инженер ГДЛ, а это письма Глушко к Циолковскому. Это рисунки Циолковского. Им в самом начале 20 века была обоснована возможность космических полетов при помощи ракеты и разработана схема ее двигателя на жидком топливе. Это телетайпная лента ТАСС с записью сообщения о первом полете человека в космос. Советская ракета Сергея Королева «Восток» с двигателями Валентина Глушко подняла космонавта номер 1 Юрия Гагарина на орбиту вокруг Земли 12 апреля 1961 года. Эти залы музея расскажут о службе ракетной техники в области изучения космического пространства. Эти рулевые двигатели – деталь большого реактивного двигателя РД-108 ракеты-носителя «Восток». Для большинства посетителей неожиданно встретить здесь, в одном из равелинов Петропавловской крепости, настоящие реактивные моторы. Люди постепенно привыкают, а потом и забывают о победах своей страны. Например, о первых в мире кадрах Венеры, переданных на Землю советской автоматической станции в 1975 году. Забывают о первой в мире мягкой посадке нашего космического аппарата на Луну в 1966 году. Наряду с этими и другими космическими программами музей рассказывает и о наших исследованиях Марса. Сейчас вы увидите любопытный экспонат – прибор, разработанный ленинградскими специалистами. Такой же был доставлен на Марс нашим аппаратом и определил плотность и химический состав марсианского грунта. Самые любознательные посетители музея – это дети. Наглядевшись фантастических фильмов, только в музее ГДЛ они впервые сталкиваются с настоящей космической техникой. Внимательно разглядывают, примеряют ее к себе. Здесь им предоставляется возможность посидеть в кресле космонавта в спускаемом аппарате. Возможно, яркие детские впечатления, полученные от экспонатов музея, разовьют интерес к науке и новому или определят судьбу некоторых из них.